Всем привет! Сегодня у нас в очередной раз 4D20, опять же Heuer H5. Автомобиль в Калуге. Был проведен капитальный ремонт двигателя. Не помню, там то ли вкладыш, то ли что. Ну, в общем, провели капитальный ремонт двигателя с гильзовкой, со всеми делами. Делался этот ремонт также в Калуге. У одного там небезызвестного мастера, как мне сказали. Как выяснилось, болты ГБЦ, которые ставили, их шляпка несколько выше, то есть на 2 миллиметра. Да, мы с такими болтами сталкивались. И получилось так, что реперный диск, который стоит на впускном распредвалу, его сточило об головку болта. Не совсем понятно мне, как мастер так не убедился в этом, в ремонте. То есть, когда вы собираете двигатель, вроде как бы поставили ГРМ, надо проверить, и у него по-любому должно было быть утыкание и прочее. Ну, ладно, бог с ним. В общем, долго не могли завести, потом узнали, что проблема в болте. Когда датчик положения распредвала сняли, увидели, что реперный диск изуродован. По итогу мастером было принято решение заменить один болт ГБЦ. Чего делать как бы категорически нельзя. То есть, когда у вас уже притянута головка, вы сами прекрасно понимаете, что у вас просто в одном месте упадет напруга. И поменяли болт. В общем, машина выехала, что-то поездила недельку, грубо говоря, и через неделю она опять начала закипать. И вот после этого пригнали ее к нам. Ну, а дальше смотрите. H5, турбодизель на механике. Пробега здесь что-то около 130, сейчас еще покажу. В общем, производился ремонт двигателя. Не совсем понял, что конкретно, но сейчас будем разбирать, я думаю, увижу. После этого машина прошла, ну, что-то около 1000 километров, может быть, чуть больше, и начала закипать. То есть, вчера я приходил, тут пробочку сдергиваешь, и слышно такое шипение, прям именно наружу, которое не внутрь, а наружу. Что говорит о том, что в системе действительно у нас присутствуют газы. Сейчас будем разбираться, что тут да как. Как я и говорил, в машине, значит, пробег 130, 131. Сейчас продемонстрирую запуск. В целом двигатель работает неплохо, судя по звуку. Вот. Сейчас приступаем к разборке и будем уже смотреть дальше. Итак, снял крышку ГРМ и не могу понять, какой-то вот нездоровый блеск здесь вот. Но судя по запаху, это похоже на солярку. То есть, возможно, здесь вот штуцер обратки подтекает. Потому что так я вроде ничего здесь такого криминального не вижу. Но, скорее всего, штуцер обраточки подтекает. Скинул нижнюю крышку. Здесь я уже протер так пальцем. Но это масло. То есть это не солярка. Где-то идет подтек масла. Сейчас будем смотреть. Так, что ж, ГРМ мы сняли. Что мы видим? Маслонасос новый, помпа новая, блок недавно мытый. Ну, значит, здесь действительно недавно была капиталочка. Я не помню просто. Вот ролик. Затянут был очень сильно. Эти ролики больше, чем 25, желательно не тянуть. Они плывут. Ролик не оригинал и даже не континенталь. Непонятно, кто это. Ну да ладно. Так, что ж, сейчас снимал форсунки, заметил одну такую особенность. Болты вот этих башмаков, которые держат форсунки, были очень сильно затянуты. Прям очень. Хотя момент затяжки на них где-то 3 килограмма. То есть 30 ньютонов. 30-33, то есть как заводом-изготовителем рекомендуется. Здесь же было затянуто, но очень сильно. Что может привести к тому, что просто посадочное место под форсунку лопнет. И, естественно, у вас все выхлопные газы пойдут в систему охлаждения. Сняли распредвалы. Вот у нас впускной. Это как раз реперный диск для датчика положения распредвала. Здесь его сточило. Я даже знаю, чем его сточило. Здесь у нас получается вот такие вот замечательные болтики стоят. У них шляпка на 2 миллиметра больше. Здесь уже, смотрю, болтик поменяли. Причем я так понимаю, что скорее всего меняли его уже, когда башка была протянута. Ну, вполне возможно, что именно из-за этого его и перегрело. Потому что башка кривая сейчас наверняка.
Ну что ж, головку мы сняли. Ну да, здесь блок гильзовался. Видно, что гильзы другие стоят. Блок фрезерованный видно. Потом поршня. Единственное, что у меня вызывает нарекание, что на поршнях нет никаких маркировок вообще. И здесь перекладка второго поршня чуть больше, чем остальных. По ходу, естественно, что она тут новая гильза. Все хорошо. Даже так вот. Здесь все хорошо. Вот. Прокладка стояла нормальная, но откручивалась она как-то, головка больно легко. Мне кажется, что здесь неправильные моменты затяжки были сделаны, с чем это и, в общем-то, и могло быть вызвано все это безобразие. Так, ну что ж, головка у нас готова. Головка, значит, фрезеровка у нас уже все, это последнее. То есть дальше больше фрезеровать ее здесь просто больше некуда. Значит, следующее будет замена. Сняли десятку, башку повело, потому что перегревали мотор. Клапана, значит, фаски поправились, седла тоже все поправлены, все притерто. Сейчас нам надо отмыть пружины, сухари с тарелками и будем собирать головку. Ну что ж, мотор у нас собран. Осталось залить антифриз, масло уже там, маслоотделитель установлен. Сейчас заливаем антифриз, прокачиваем топливо и запускаемся. Ну что ж, мотор завели, прокачали, все хорошо, печка греет, здесь все замечательно. Итак, ну что ж, ремонт нами проведен. Теперь расскажу немножко о том, что привело к этому. Во-первых, это неправильная затяжка болтов. Очень слабая затяжка болтов, прям это ощущалось, так как на этих моторах голова тянется достаточно тяжело, я бы сказал, да, то есть 50 ньютон, потом 90 градусов и потом еще 120 градусов. То есть на нормальных болтах 120 градусов тянуть, это у нас метровый вороток, и плюс мы еще трубу одеваем, еще где-то с полметра, наверное. То есть это достаточно тяжелое такое мероприятие. То есть неправильная затяжка болтов. И опять же, также то, что поменяли один болт вот так вот. Просто решили, что надо его так поменять. И его так поменяли. То есть, как бы машина сейчас ездит. Хозяином мы не так давно созванивались. Он сказал, что да, с машиной все хорошо. Но от машины он, к сожалению, избавляется по причине того, что нашел там более лучший для себя вариант. Ну, тут как бы все мы люди, сами понимаем, что выберем то, что для нас лучше. Насколько я понял, там человек, по-моему, Паджеро берет, тоже дизельный. Или, может, я, могу и ошибаться, не помню. Но не суть. Как факт, то, что, я говорю, вот просто что привело к этому ремонту? Просто неправильная затяжка ГБЦ. Ну, вот на этом, наверное, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Постараюсь всем всегда ответить по мере возможности и по мере свободного времени, конечно, ребят. Вы сами понимаете, что свободного времени у нас это не так уж и много. Ну, все. Всем всего хорошего. Пока-пока.